Всем здравствуйте! Сегодня предлагаю связать вот такую красивую, симпатичную, милую ведьмочку. Вот так она смотрится. Шляпа у этой ведьмочки несъемная, я ее пришила. У этой игрушки вывязываем ручки, далее вяжем ножки, вывязываем туловище, ввязываем ручку и вывязываем голову. Одна цельная деталь. Далее вывязываем вот такую юбочку, волосы и шляпу. По такому принципу мы уже с вами вязали вот куколку в платье цветочка и вот такую фею с такими крылышками. Ссылки на мастер-классы этих куколок я оставлю под видео. И на видео, если они вам понравились, переходите и вяжите. Сегодня с вами свяжем вот такую ведьмочку. По сантиметрам, если вот от шляпы и до ножек, то сантиметров 14 получается. 14 до 15. Куколка небольшая и получается очень красивая. Давайте вместе с вами свяжем такую красоту. Для игрушки использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок беру 4 миллиметра. Свяжем ручку, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков, во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков. И вот в последнем столбике второго ряда меняем цвет пряжи на цвет одежды. И продолжаем вязать третий и четвертый ряды по 6 столбиков. Эти два хвостика связываем на 2 узелка. Вот по 6 столбиков, всего провязано 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Теперь ручку складываем пополам и провязываем за обе стенки 3 столбика. 1, 2, 3. И вот получаются вот такие ручки. Вяжем ножки, делаем кольцо амигуруми и взяли пряжу цвета тела. Ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков. Довязываем до конца ряда. Третий ряд вяжем 1 столбик и прибавка. Так повторяем 3 раза. 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Вот первую ножку вяжем и ниточку отрезаем. У второй ножки в последнем столбике
меняем цвет пряжи на цвет одежды. Вот эти два хвостика связываем на 2 узелка. Четвертый ряд будем соединять ножки. Провязываем по первой ножке 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переходим на вторую ножку, но чтобы не было никаких дырочек. Вот и с той петельки, с которой вывязали столбик, здесь сделали такой вот накид на крючок. Переходим на вторую ножку, провязываем все 3 петельки вместе и по этой ножке вяжем 9 столбиков. Вот первый провязали, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В четвертом ряду 18 столбиков. Пятый ряд. Прибавка. Одеваем маркер. Теперь 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавка. И еще 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В конце пятого ряда 20 столбиков. Шестой ряд. Тоже провязываем 20 столбиков. Довязываем до конца ряда. Седьмой ряд. Вяжем 20 столбиков за заднюю стенку столбика в предыдущем ряду, так как за переднюю будем привязывать юбочку. Довязываем так до конца ряда. Восьмой ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И по бокам делаем убавки. Убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая убавка. И еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В конце восьмого ряда 18 столбиков. Девятый ряд. В этом ряду ввязываем ручки. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Берем первую ручку,
и провязываем 3 столбика вместе с ручкой. 1, 2 и 3. Теперь 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем вторую ручку и 3 столбика вместе с ручкой. 1, 2, 3. Довязываем до конца ряда 2 столбика. Без изменения 18 столбиков. Берем наполнитель, наполняем наполнителем. 10 ряд, 1 столбик и убавка. Так повторяем 6 раз. И в конце 10 ряда будет 12 столбиков. Последний столбик в 10 ряду провязываем цвета тела. Эту ниточку одежды отрезаем и свяжем их на 2 узелка. Продолжаем вязать голову. 11 ряд. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Всего получается 12 прибавок и выйдет 24 столбика. По 24 столбика вяжем с 12 по 16 ряд. 12, 13, 14, 15 и 16. Также я вставила глазки. У меня на безопасном креплении 10 миллиметров. Они расположены между 14, 15 рядами и между глазками 4 столбика. Теперь 17 ряд. 2 столбика. 1, 2 и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 17 ряда 18 столбиков. Немного наполнили наполнителем и 18 ряд. 1 столбик и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 18 ряда 12 столбиков. Еще дозаполнили наполнителем. 19 ряд, 6 убавлений. Прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. И затягиваем ниточку. Дырочку спрятали и выводим ниточку сбоку. Вот получилась такая основа для куколки ведьмочки. Теперь разворачиваем вот таким образом и будем вывязывать юбочку. Присоединяемся за переднюю стенку столбика, который вы оставили. Три воздушных петли для подъема. И теперь из каждой петельки вывязываем по 3 столбика с накидом. 2, 3. Переходим на вторую петельку и вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И вот так довязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда. И в конце ряда делаем соединительную петлю.
получается такая юбочка. Если вам покажется, что вы хотите сделать длиннее, то можно провязать один ряд столбиков без накида. Отрезаем ниточку и эти ниточки прячем вовнутрь изделия. Теперь сделаем утяжку для глазиков. Внизу головы вставили ниточку, оставили хвостик, вывели возле уголка глазика, переходим на второй уголок этого же глазика и выводим через один столбик. Точно так же делаем со вторым глазом. И теперь подтягиваем ниточки и завязываем так на узелок. Один, перехожу на второй глазик. Так, утяжка получается одинаковая. Завязываю по второму узелку и прячу эти ниточки вовнутрь изделия. Сделали утяжку, и я сделала вышивку, вот носик. Сделала несколько стежков, вышила реснички, бровки и ротик. И теперь свяжем шапку. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда тоже провязываем 6 столбиков. Третий ряд 1 столбик, следующий прибавка. Повторяем 3 раза, в конце третьего ряда 9 столбиков. Четвертый ряд 2 столбика и прибавка. Повторяем 3 раза, в конце четвертого ряда 12 столбиков. Пятый ряд 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Повторяем 3 раза, в конце пятого ряда 15 столбиков. Шестой ряд 4 столбика, 1, 2, 3, 4, прибавка. Повторяем 3 раза, в конце шестого ряда 18 столбиков. В последнем столбике шестого ряда я поменяю цвет пряжи вот на светло-зеленый. Седьмой ряд 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Повторяем 3 раза, в конце седьмого ряда 21 столбик. Последний столбик в седьмом ряду тоже провязываем основным цветом. Эту ниточку отрезаем, все связываем на узелки и вяжем 8 ряд 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. Повторяем 3 раза, в конце 8 ряда 24 столбика. Теперь свяжем поля у шляпы. Вот за заднюю стенку сделали соединительный столбик, 3 воздушных петли для подъема,
Можете сделать даже 4, чтобы не был стянутый столбик. Теперь делаем 2 накида на крючок и за переднюю за заднюю стенку столбика в предыдущем ряду провязываем столбик вот с 2 накидами. Снова сделали 2 накида и за заднюю стенку столбика в предыдущем ряду привязываем 2 столбика с 2 накидами. Все зависит от вашей плотности вязания. Возможно, вам нужно будет провязывать в один столбик вот 2 столбика, а в следующий 3 столбика. Или чередовать 2 столбика вот по 2 провязываете и в третий 3 столбика. Ну, я вот провязываю по 2 столбика, получается как по прибавке. Только столбики с 2 накидами. Вот довязали до конца ряда. В конце делаем соединительную петлю, отрезаем ниточку. И вот получается такая шляпа. Эту шляпу я буду ее пришивать, так как она по размерам вот на голове держаться не будет. И я планировала, что я ее буду пришивать. Теперь будем вывязывать волосы. Вот я беру шляпу, одеваю на свою игрушку и смотрю, по какому вот контуру буду пришивать эту шляпу, где она будет располагаться. И там вот по кругу отметила булавками, что по этому контуру я буду вывязывать волосы. И волосы вывязываю вот по такому принципу. Вот у меня здесь булавка, я присоединяю соединительным вот столбиком, так как у меня уже одна связана прядь, набираю цепочку из воздушных петель. Вот 1, 2, 3, можно 4. Набрала 4 воздушных петли. Воздушные петли сами регулируете, сколько вам нужно их набирать. Вот. И здесь пускай будет 3. Вот отступила немного от предыдущей, ну как, не отступила, а рядышком возле пряди. И присоединяю соединительной петлей. Это чтобы потом не пришивать эти все волосы. Так, вот сделала соединительную петлю. И еще набираю цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот пускай будет 9. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываю вот 2 или 3 столбика, 2 или 3 столбика без накида. Пускай будет 3. Тоже смотрите по своей плотности вязания. Далее 2 столбика без накида. Еще 2. Снова 2. Далее можно уже по одному столбику. Смотрите, вот как вам нравится, какой получается завиток. 1 сделали. Еще вот 1. И далее ложим, прикладываем вот так этот волос. Здесь будут кудри закручиваться.
И присоединяем снова соединительной петлей до голове. Чтобы волоски были закрепленные. Вот. И снова по воздушным петлям вяжем столбики без накида. Вот, довязали до верха. И здесь снова делаем вот соединительную петлю уже за следующие столбики. Я все буду привязывать там, где у меня булавки. И снова набираем цепочку из воздушных петель и повторяем точно так же. Вот, присоединяем где-то здесь. Снова для пряди набираем цепочку из воздушных петель. И вот так продолжаем вязать такие кудри. Они вот сами заворачиваются и ложатся очень красиво. И вот так выглядят волосы. Теперь возьмем шляпу, прикладываем и пришиваем эту шляпу. Вот получилась такая ведьмочка уже с пришитой шляпой. Игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!